Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы подготовили новое видео, связанное со скандальным банкротством компании Петропавловск. Напомню, что вы можете в моем канале найти предыдущую видеозапись, где я более детально объясняю начало процедуры банкротства. Сегодня же поговорим, на какой стадии эта процедура банкротства находится и чем, собственно говоря, нас опять же порадовали коллеги сверху. Итак, начнем. Первое. Вы знаете, что было введено внешнее наблюдение в Англии, как мне кажется, в дружественной, видимо, в этом случае нам стране. И вот первое решение внешних управляющих было вынесено буквально там неделю-две назад. Значит, они приняли решение, что да, компания Петропавловск не может пройти процедуру реструктуризации. Вот буквально за неделю посмотрели и определились, что, оказывается, не может. Недели им было достаточно, чтобы изучить компанию стоимостью почти 2 миллиарда долларов. Приняли решение, что компанию стоит продать, значит, заплатить обязательства по евробондам и, естественно, исполнить обязательства перед компанией УГМК, где, вы знаете, компания УГМК уже выкупала права требования от Газпромбанка к Петропавловску. Вот. И, собственно говоря, сумма сделки на сегодняшний день 619 миллионов долларов. Очень в кавычках выгодная сделка, потому что компания Петропавловск по балансовой стоимости стоит 1,7 миллиарда долларов. Это еще до, собственно говоря, вот той инфляции сумасшедшей, которую мы увидели. Соответственно, продают ее и приняли решение продавать за 619 миллионов долларов. Что входит в эти 619 миллионов долларов? Первое — это 200, по-моему, там 2 миллиона долларов, опять же, погашение долга перед самой компанией УГМК. И, кстати, выкупает, опять же, активы компании УГМК. Второе, там 300, по-моему, миллионов долларов, это по обязательствам по евробондам. И 30 миллионов долларов платят внешнему управлению. Напомню, что внешнее управление было введено у нас в июле месяце. Вот, собственно говоря, или вернее в июне месяце. Вот, собственно говоря, уже 30 миллионов долларов заработали. Молодцы. Коллеги, специально хочу акцентировать внимание, когда я говорю о продаже компании Петропавловск, я имею в виду не продажу самой компании, да, как юридического лица. Речь идет о том, что в Лондоне было принято решение о продаже активов, принадлежащих компании Петропавловск. Это те самые вот крупнейшие и современные 4 завода, находящихся на территории Российской Федерации. Вот именно они планируется, да, принято решение, которое, естественно, будет оспариваться, планируется быть проданными за 619 миллионов долларов. После продажи происходит следующее. На компании Петропавловск остается вот такой большой ноль. Да? То есть, по сути дела, это, знаете, как компания пустышка останется, которая продает вон на территории России до сих пор. Ну а теперь хочу вернуться, опять же, к 30 миллионам долларов тех самых вот внешних управляющих. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что внешние управляющие по компании Петропавловск в Лондоне получают вознаграждение в 30 миллионов долларов. Для примера, тот же самый институт в России арбитражных конкурсных управляющих по закону получает 30 тысяч рублей в месяц за свою работу. Соответственно, чтобы заработать 30 миллионов долларов, им бы пришлось работать порядка 1000 лет. Но это, видимо, потому что это компания 4-я по объему добычи в России с выработкой 4% всего золота на территории России. Плюс внешние управляющие так быстро справляются со своей работой. Ну и как вы понимаете, конечно же, миноритарные акционеры с этой ситуацией, мягко говоря, не согласились, что компанию стоимостью 1,7 миллиарда долларов продают за 619 миллионов долларов. При том, что решение о стоимости компании, опять же, было принято как-то уж очень быстро. И поэтому на сегодняшний день в Лондоне подготовлена жалоба. И я дам ссылку внизу, значит, куда вы можете отправить свое желание присоединиться к этому иску. В том числе мы и те миноритарии, которых мы представляем, уже подали свое обращение. Опять же, все под видео будет. Для того, чтобы оспорить вот это желание внешних управляющих с вознаграждением 30 миллионов долларов побыстрее продать активы компании Петропавловск к компании УГМК.
Ну а теперь хочу сказать пару слов о том, что я и моя команда уже успели сделать вот за эти буквально 1,5 недели. Первое, конечно же, мы подготовили обращение в Центральный банк и в Генеральную прокуратуру. И я дам ссылку на наш телеграм-канал, где вы можете абсолютно бесплатно взять эти жалобы и направить обращение, опять же, в Генеральную прокуратуру и в Центральный банк. Дальше будет больше, естественно, этих жалоб. Мы только начали свою работу. Соответственно, второе, мы ведем достаточно большую разъяснительную работу с владельцами, с миноритарными акционерами. Каждый день я общаюсь лично где-то, наверное, с 10 миноритарными акционерами. Также необходимо отметить, что у нас достаточно плотные сейчас контакты с юристами из Лондона, которые, мягко говоря, недовольны вот теми решениями, той ситуации, которая с Петропавловск происходит. Отдельно, естественно, мы ведем работу с журналистами, с органами власти, с депутатами Госдумы, для того, чтобы вот как-то эта ситуация разрешилась. Поэтому, уважаемые коллеги, обязательно присоединяйтесь к нашей группе. К группе я дам ссылку, в которой объединены английские акционеры. Правда, там на английском языке идет общение, но, по крайней мере, там полезная информация тоже есть. Обязательно отправляйте жалобы, которые у нас в нашей телеграм-группе есть. И также, если у вас есть какие-то свои, возможности с журналистами работы, с органами власти, пожалуйста, тоже подключайтесь. Будем очень рады к взаимодействию. Отдельно хочу обратиться к средствам массовой информации. С некоторыми вашими коллегами мы уже работаем по этой ситуации. Мы очень будем рады дать возможность вам провести независимое журналистское расследование по компании Петропавловск и по тем, как нам кажется, не совсем прозрачным и чистым сделкам, которые в компании проходили, в частности по отчуждению ее активов и долгов. Поэтому, уважаемые коллеги, связывайтесь, будем рады повзаимодействовать с вами. Ну и в заключение в качестве видео хочу сказать следующее. Для тех миноритарных акционеров, кто хотел бы отстаивать свои интересы, могу сказать одно. Безусловно, ситуация достаточно нестандартная, ситуация непростая. И в этом смысле вот те, в частности, отписки, которые недавно наши коллеги получили из Минпромторга, где Минпромторг говорит, что не видит никаких проблем с той ситуацией в компании Петропавловск, которая происходит. Не видит абсолютно никаких проблем, что процедура банкротства ведется в недружественной нам стране, в Англии. Напомню, что это недружественная на сегодняшний день страна по тому, что вещает для нас органы власти. Второе, очень странные вознаграждения внешних управляющих в 30 миллионов долларов. В-третьих, очень странная стоимость продажи компании, почти в 3 раза ниже ее балансовой стоимости. Поэтому мне кажется, что Минпромторгу стоило бы более тщательно изучать информацию, прежде чем давать те отписки, которые, это не на наши запросы были, мы еще в Минпромторг обращение не готовили, только будем, а те отписки, которые были даны на обращение миноритарных акционеров. Я уверяю вас о том, что если мы дальше будем получать, я имею в виду миноритарные акционеры, отписки, мы их также будем публиковать для того, чтобы отдельным чиновникам было, мягко говоря, немножко стыдно за то, что, видимо, они не совсем понимают ту ситуацию, по которой дают те самые отписки. Ну и в самом заключении, коллеги, хочу сказать одно, что дорогу осилит только идущий. На самом деле ситуация очень нестандартная, очень непростая, мягко говоря, очень запутанная и, что называется, с таким нехорошим душком. Поэтому, как говорится, дорогу осилит только идущий. Давайте объединять наши усилия и вместе, я уверен, мы сумеем отстоять права миноритарных акционеров. Спасибо, на связи.